Когда-то это был маленький старый деревянный дом. Теперь от него осталась только кирпичная стена на кухне. Новый дом был построен своими руками, от ямы для фундамента до установки стропил на крыше. Единственное, что сделали мастера, так это постелили металлочерепицу. Время шло к поздней осени, и строительство крыши нужно было закончить в очень короткие сроки. Когда я продумывала дизайн своего дома, я хотела, чтобы он своей атмосферой напоминал маленький замок с уютным садом, наполненным чудесными растениями. Не все идеи получилось воплотить в жизнь. На что-то не хватило времени, где-то стал ребром финансовый вопрос, какие-то решения были приняты ошибочно. Многое создается своими руками, как, например, эта люстра, сделанная из старого велосипедного колеса. Поэтому дело движется не очень быстро. Но я из тех, кто ценит сам процесс. Сам путь к достижению цели больше, чем финал, хоть и счастливый, но такой короткий. Наверное, можно было бы ускориться, если бы не ежедневные дела, которые не дают никакого движения вперед, но тем не менее необходимы к исполнению. Я небольшой любитель таких дел. Дел, которые отнимают кучу времени, но не оставляют после себя долговременного результата. Цветок, посаженный в саду, будет радовать весь сезон и распустится весной снова и снова. Красивый деревянный ящичек для писем и бумаг останется даже, когда выпадет снег. Протертая пыль через несколько часов снова будет лежать на том же месте. Но тем не менее ее нужно вытирать, иначе замок будет иметь вид не только старинного, но еще и заброшенного. Библиотека – это единственное место, где я могу получить хоть какое-то удовольствие от уборки. Главным образом не столько борясь с пылью, сколько рассматривая книги, вспоминая истории и сюжеты, описанные в них. Но сегодня речь пойдет не о книгах. Когда я планировала открыть свой канал на YouTube, я знала, что это будут не обучающие художественному делу видео. Мне было бы скучно из раза в раз снимать одни и те же действия, хоть и картины по итогу были бы разные. Очень скоро выяснилось, что мне в принципе сложно снимать эти моменты. Я никогда не бываю довольна ни процессом видеосъемки, ни ее результатом. Поэтому художественных моментов становится все меньше и меньше в моих видео. Но сегодня по просьбе одной милой девушки по имени Кристи я устрою небольшую экскурсию по своим работам. Некоторые из моих работ уже не раз мелькали в моих видео. Например, черно-белая картина с изображением девушки, которая висит в моей комнате.
Или первая моя работа букет сирени, которая занимает почетное место в библиотеке. А это особенное. Именно она положила начало идеи создания целой серии картин «Храмы мира», в которой мне хотелось запечатлеть храм каждой страны земного шара. Сейчас очень много времени у меня отнимает съемка видео, но эта работа будет обязательно продолжена. Но были и другие, немного эротичные, подаренные, проданные, по особому случаю, иллюстрации для книги, на деревянных дощечках, на синичниках, ну и просто милые и смешные. Кстати, о уточках. У меня появилась утка-монах-отшельник. Это красавчик-селезень, который оказался настолько галантным кавалером, что у него задрожали лапки. Оказывается, селезни порой так заботятся о том, чтобы уточки были накормлены, что отказываются от еды, даже если ее хватает в достатке. И если вовремя не вмешаться, то можно совсем потерять кавалера. Совсем не хочет уединяться. Но все же ему придется в одиночестве хорошенько поужинать, а утром он бодрый и полный сил отправится на прогулку со своими уточками. Но, пожалуй, вернемся на кухню, так как мы сегодня немного затронули тему старинных замков, то и блюдо сегодня приготовим особенное. Пудинг с бананами и печеньем. В рецепте было указано, что это был любимый десерт королевы Елизаветы I. Кто из нас не хотел бы оказаться за королевским столом? Отделенные от белков желтки немного взбиваем с небольшой порцией молока.
Смешиваем сахар, пшеничную муку, крахмал. Я использовала кукурузный, ванильный сахар, щепотку соли. Затем все это перемешиваем с взбитыми желтками и оставшимся молоком. Я думаю, что этот пудинг будет идеален для детского питания, так как содержит только полезные ингредиенты. Список ингредиентов и их количество, как всегда, будет ждать вас в описании к видео и в закрепленном комментарии. Всю эту смесь нагреваем на небольшом огне, непрерывно помешивая до загустения. Если вдруг кто-то подумал, что пропала наша чапа, так нет, просто она сегодня сидит под потолком. Сегодня ей так больше нравится. В вазочку укладываем печенье, кружочки банана и заливаем теплым пудингом. Банана можно и побольше. Я приготовила для вас этот десерт таким, как он был описан в рецепте. Но для себя я предпочитаю его готовить без печенья. Но даже если вы забудете положить в него бананы, все равно этот пудинг будет ароматным, нежным и очень вкусным. Королевских вам майских денечков и спасибо за то, что провели это время вместе со мной.